Друзья, очередной раз всем огромнейший привет. Я сегодня, наверное, приехал на одну из последних в этом году, последних нельзя говорить, заключительных рыбалок, именно ночных в этом рыболовном сезоне. Так как я говорил, у нас уже близится холода, началось у нас бабье лето, скорее всего. Ну, наверное, это будет заключительная рыбалка все-таки. Я приехал, не совсем новое место, на этом участке реки как бы я рыбачил. Это русло реки, недалеко от моего дома. Присутствует течение, видно, так как по реке много плывет разной гадости, трава, ряска и тому подобное. Здесь кто-то ловил, берег хороший, и сюда ехал, как бы туда дальше хотел сесть, чуть ниже по течению, там все места заняты. 5 вечера, рыбалка сегодня будет очень сложная, а рыбы не будет. Рыбу придется кормить очень много и ждать, поэтому сейчас мешаем прикормку, вещи на берегу, промеряемся и начинаем рыбалку. Я говорил, что придется сегодня кормить очень много. Я утром был на рыбалке, у меня осталась прикормка и хочу еще домешать. В некоторых видеороликах у меня ребята спрашивали, рыбачил ли я прикормкой компании Дунаев. Сегодня решил попробовать. В ведре у меня уже было утром замешан этот состав. Просто добавлю 2 пакета. Это черный фидер премиум и светлый вещь тоже премиум. По пакету. Корм будет темный. Черный фидер я уже рыбачил, поэтому состав знаком. Это яркий оттенок выраженный шоколада, а желтый это сладкий, такой интересный запах бисквита, ванили и так далее. Есть печево присутствует в этой прикормке, мелкие частички, и добавлю еще своего печива буквально чуть-чуть. Очень много комаров почему-то, буквально чуть-чуть. Так, начинаем увлажнять. По чуть-чуть водички. Пусть корм открывается. Все, пусть открывается. Я начинаю закорм. Здесь очень-очень мелко. По структуре дна чуть позже расскажу. Кормиться много не буду, так как только 6 вечера. Я думаю, что первые поклевки пойдут, когда стемнеет. Ну, так в точку дам таких вот кормушек, может штук 6-7. Без живности, без ничего, просто чистого корма, чтобы обозначить точку. То есть закормлюсь, повешу поводок и буду 5-7 минут держать такой темп. То есть буду накрывать поляну и ждать первых поклевок. Кстати, кормушка 75 граммов. Поехали. Дистанция получилась в районе 36 метров. Маркер 60 граммов падал на счет 2. Я думаю, там 1,5, максимум 2 метра. Полностью везде идет ракушняк, то есть ракушечка. И нашел, получается, к моему берегу уже маркер падал на счет 3, и к тому берегу на счет 3. То есть там идет все равно какой-то как возвышенность, как пупок называют на него. И, кстати, вот маркер приземляется не на плотное дно, я бы сказал. То есть там такая структурка интересная. Ну, посмотрим. Я поступлю сегодня как читер, так как мои друзья ловили чуть туда дальше, приблизительно на этой же дистанции. Так, 4. Поэтому пока кормлюсь. Ориентир хороший на том берегу. Буду ловить ультравиолет, палка 3,6 до 90 граммов. Сам поставил жесткий квивертип, чтобы течением вдруг врубят еще больше. Его сильно не загибало. Угольный, кстати, квивертип, я уже про него говорил, то что
Я был приятно удивлен, как он четко фиксирует поклевку, несмотря на то, что он самый жесткий. На основе будет плетеный шнур, без шок-лидера, без ничего, диаметр 0,12 шнур. Вот так вот. Ну, еще 2 кормушки, и можно будет вешать поводок. Показываем монтаж. Такой же, в принципе, как на предыдущей рыбалке, похоже. Вставка, скрутка, бисерная резина, узелок для поводка, бисерина. И монтаж сделан на основном плетеном шнуре. Где-то сантиметров 20 сверху вот узелок. То есть он скользит. Все хорошо. Такая вот будет кормушка. Катушка это флагман 5000. Когда-то у меня стояла она на Волжанке, если помните. Так, крючки. Начну с грандфидера 12 номера. И леска будет сегодня Team Дунаев 143. Ну, как 0,14. Будет мало. Добавим. Есть 0,16. Опарыш, мотыль. Опарыш уже бросил сюда в корм. И мотыль закормочный есть. И какие-то еще аромки взял с собой. Зажег эту вонючку, чтобы пугало этих комаров, потому что ужас просто. Сентябрь месяц, середина, а их просто тьма. Я представляю, что здесь будет вечером. Просто невыносимо. Сейчас делаю поводок. Думаю, сантиметров 50-60 сегодня хватит для такой глубины. А далее уже по обстоятельствам. Народа очень много. Информация пошла, что лещ пошел, поэтому я приехал вовремя. Можно так сказать. Да. Повторюсь, что скорее всего рыбы сразу не будет, поэтому пока моя задача кормить, еще раз кормить. Ну что, цепляем поводочек, закормочного мотылька по чуть-чуть и будем начинать рыбалку. Чуть позже покажу, как я тут все оборудовал себе. Ну, лязки, слава богу, чуть меньше стало. Стаскиваю. Все. Никуда он не денется. По классике. Несколько мотыликов, опарыш и погнали. Мотыль, конечно, сегодня у меня не очень. Три мотылика и давай 3 опарыша белых будет. 2 и 3. Ну и поехали. Пока без мотыля. Сейчас распушу немножко мотылька, прикормочку, и будет супер. Сразу настоим фрикциончик. Ну, погнали. Первый заброс. Сейчас еще одна поклевка только что была. Там стоит чисто опарыш, 3 опарыша. Очень боялся, что много вот травы под берегом здесь, что вот она, вот она. Да, он там уже сидит.
Он там уже сидит. Очень боялся, что много травы видно здесь. Будет что-то цепляться. Нет, ничего не цепляется. Я бы сказал, все в порядке. Ну и что у нас там? О! Ребята, первый подлещ. А я говорил, рыбы не будет. А я говорил, не будет рыбы. Первый. Значит, мы на правильном пути. 3 опарыша. Вместо фидерарма я использую сегодня кочергу. Сделал себе подставку, так как течение справа налево очень сильное. Очень, чтобы не было сильной дуги, буду ловить под правую руку, чтобы по течению квертип загибала. Итак, у нас на 3-м забросе первый подлещ. Это очень круто. Край губки, все как положено. Значит, повторюсь, мы на правильном пути. Слушайте, еще одна какая-то поклевка бойкая. Тоже 2 белых, 1 красный опарыш. Очень хорошая поклевка. Так, с этой травы. Ну, кто у нас? Да, еще один. Еще один. Давай-ка ты, друг, в подсачек. Давай-ка ты, друг, в подсачек. Тише, тише. Да, краешек губки. И до этого тоже была поклевка, кстати. Так. Кушает корм. Еще даже кормушка не вымылась, а он уже клюнул. Очень круто. У меня красного опарыша очень мало с собой. Ну ладно. Ну ладно. Поклевка очень шикарная. Попробуем его на белый опарыш все-таки раскусить. Все-таки раскусить. Вот признак того, что прикормка правильно увлажнена. Она тяжелая. И вот только забросил, она еще не вымылась. Сильно зажал. Можно, в принципе, зажимать не сильно. На таком течении это самая правильная консистенция корма. Еще один. Это небольшой какой-то пездрик. 1,5 часа я уже как рыбачу. Поймал 3 подлещика. Очень удивлен, что на такой глубине здесь стоит рыба. Рыба клюет на опарыша, 2 белых, 1 красный. Получил хорошую поклевку, подсек. 1 качок, только слышно, как резина растянулась и тык отклеилась. Скорее всего, там небольшой был лещик. И после этого точка просто вымерла. Я не делал докорм, ничего. Просто темп держу сейчас 3 минуты. Не даю ни мотыля, ни резку, ничего. И ловлю только на одного опарыша. Почему? Стоит очень много окуня, причем окуня мелкого, и он клюет даже на опарыш. То есть я со старта дал чуть-чуть мотыля, и на этом все. То есть ни резку, ничего. То есть это очень стрёмно сейчас. Пусть вечереет. Сейчас пойду уже одевать теплые вещи. И тогда уже буду давать мотылька, где-то резку какую-то, на крючок мотыля и так далее. Потому что, повторюсь, уже он клюет. Окуня очень много на точке.
Конечно, очень жалко, что получился досадный сход. Я даже, если честно, не ожидал, потому что я только забросил, такой чух, уверенный загиб и все. Но достаточно хорошо за 1,5 часа уже набросал туда корма. Ну, уже, наверное, литра 2,5 точно в точке уже, в принципе, есть. Рязка практически уже вся ушла. Ловить стало очень комфортно. 75-ка. Иногда чуть-чуть ее подтаскивает. Но все отлично. Людей очень много. Машин очень много. Катаются туда-сюда. Ну, мы будем ждать. Так как вот буквально еще минут 30-40 и уже на улице станет темно. Ну, у нас, наверное, подлещик. Сейчас посмотрим. И да. Да. Ну, небольшой, но подлещик. Вот такой вот небольшой. Мотыль с опарышем. Сейчас начал давать уже резку потихонечку. Так как окуня уже вроде как нет. Поэтому резанный опарыш, мотыль. Все идет. Ну что там, наконец-то? Или кто это будет? Трава. Что, лещик или не лещик? Да, лещик, наконец-то. Наконец-то. Вот такой вот. Слушайте, ну это все ерунда, потому что поклевок практически нет. Уже 1:30 ночи, и вот только сейчас поклевка. До этого тоже было пару поклевочек непонятных. Фишка в том, что вроде идет поклевка, достаю, опарыша нет. 2 опарыша, допустим, нет. На крючке есть, цепляю вместе с мотылем. Ну, все поклевки мотыль с опарышем. Он проходящий. Такого нету, что он стоит и клюет. Пробовал ловить 1,20 м даже поводок ставил. Никаких результатов. Сейчас наоборот укоротился. Сейчас, наверное, в сантиметров 30 стоит поводок. И вот поймал первого. Поклевочка какая-то. Ну, что-то очень мелкое. Да, подлещик. Насчет мелкого я погорячился. Хороший подлещик. Перерыв был достаточно такой большой.
бы сказал бы, часа полтора это точно. Вот такой вот. Не знаю, как насчет веры в красный опарыш ночью. Сейчас проверим. Чтоб с вечера клевал он с красным опарышем. Что вот сейчас поставил и поклевка. Давай еще раз. Это, скорее всего, будет самый крупный, потому что отбивает. Очень круто. Здесь еще под берегом трава это. Я постараюсь. Тупо отстрел. Да, это будет хороший парень. Да, это будет хороший. Это уже подлещика похож. Такой вот. На отстрел. Вот такой вот лещичка. Долго я его ждал. Очень долго я его ждал сегодня. Ну и что я хочу сказать. Значит, подобрал дип. Помимо этого леща, еще я видел несколько поклевок благодаря этому дипу. Не знаю, кстати, вот в этом году очень мало эти дипы использую, но надо что-то делать, когда не клюют, правильно ведь? Я думаю, уже можно опять крючок перевязывать. Мотылю ему хана пришло насадочному, блин. Каша, а не мотыль. Уже выбираю с этого мотыля. О, хорошая. 3 опарыша. Вот до этого давал резаного опарыша со своей ромой. Ну вот вечером как-то вот только свечерело, более-менее работало. Сейчас начал резать чистого опарыша. Вот. Лещ Дунаев. Вот им. Вот пробовал много, но этот лучше всего пока отрабатывает. Резку. И поехали дальше. Какая-то слишком бойкая рыба, если не сошла. Вроде есть что-то. Да, это лещик.
будет очередной лещик. Он со старта, он, конечно, дал жизни. Я даже аж фрикциончик отпустил. Фрикциончик даже отпустил. Хороший парень. А тут без шансов он даже не ушел бы никак. Вот. Такой вот. Кушает корм мой. Течет с него. Да, со старта он мне дал капитально. Еще одна поклевка. Что очень спокойно едет он. О. Да, говорю, спокойно едет. Да, еще один лещик. Еще один лещик хороший. О, этот классный парень. Говорю, спокойно едет, блин. Ух, этот вообще шикарно лещ. Взял за верхнюю губку. Такой вот. Заканчивается моя ночная рыбалка на леща. Как и говорил, рыбалка очень тяжелая, очень трудовая. Вся рыба, которая поймана, все на выжидании, вся рыба проходящая. То есть кормишь и ждешь. Ну, такой более-менее выход был, я бы сказал, в полтретьего утра. И поклевки какие-то были и так далее. 3 рыбы, к сожалению, не реализовал. Поводок лучше все-таки 30-50 сантиметров, 12 крючок, по насадке несколько мотылей и 3 опарыша. Поклевки разные, где-то отстрел, где-то хорошие загибы, в общем, ну, тем не менее, я доволен. Устал, еду домой отдыхать, так как вечером на работу. Сейчас покажу улов. И на этом будет все. А вы подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк. Всем пока. Такой, ребята, получился уловчик. Я думаю, неплохо. Для ночной рыбалочки такие лещики есть. В принципе, неплохие, да?